Всем привет, кто любит мохнатых чудовищ. Сегодня будет видео на тему, почему пчелы бастуют против меда, или почему пчелы не хотят брать осенью сироп из кормушек. Такое бывает часто и почти в каждой семье. Так вот, с чем это связано и как это лечится? Вот у меня улей, на нем стоит кормушка. Раньше эта семья брала эту кормушку полную за одну ночь. А вот теперь кормушка стоит уже сегодня второй день, и они ее, как видите, взяли, потому что она была полная. Но не до конца. Взяли только половинку. А все остальное как бы не хотят. Но пчелы там есть. Видите? Они ползают. Значит, они потихонечку берут, но не сильно. Так вот, с чем это связано? Почему они бастуют против сиропа, если раньше не бастовали? Первое, с чем это может быть связано, это с похолоданием на улице. Потому что пчелы не берут холодный сироп. А вот в этих потолочных кормушках и в донных кормушках сироп ночью, когда температура опускается ниже 10 градусов, у нас сейчас ночи холодные, они сироп не берут холодный, пока он не нагреется, пока солнце не нагреет подкрышник, под подкрышником не нагреется воздух, от этого воздуха не нагреется сам сироп, они его ночью и по утрам не берут. Поэтому такой сироп надо либо подогревать, если они его не берут, либо давать его рано утром теплым, чтобы они за день его забрали, пока солнышко греет подкрышник и воздух под ним. Потому что если дадите на вечер, то, соответственно, он очень быстренько ночью остынет, они его не заберут. Заберут сколько успеют. Поэтому холод – это одна из причин, почему пчелы не берут сироп. Вторая причина. Семья слабенькая. Ну, то есть там нету пчел. Если не берут, значит, открываете дощечки и смотрите, что там у вас с семьей, какая по силе семья. Если она совсем слабенькая, то, понятное дело, просто некому брать этот сироп. Потому что может быть такая ситуация, что пчелы в августе или изроились, и их в улье нету, либо их побили, их в улье нету. В общем, причин может быть много и разных. Но факт тот, что вы думаете, что семья хорошая, от семьи там ничего не осталось. Надо проверить состояние семьи. Третья причина, по которой пчелки могут не брать сироп, самая банальная, которая иногда встречается. Вот у вас осень, и что-то зацвело, и в природе появился взяток. Так вот, когда пчелам приходится выбирать, пчелки упали, между консервированным кормом, то есть искусственным, который вы даете, и нектаром с природы, они выберут нектар. Поэтому, если в природе есть хороший взяток, приличный, они на ваш корм смотреть не будут. И в таком случае можете им давать этот сироп, что хотите, они его брать будут очень плохо. Будут брать, но потихонечку. Потому что в природе есть взяток, они предпочтут взять этот нектар в природе. Поэтому смотрите по погоде, что у вас цветет, если у вас лед через литки. Если есть лед, видите, что пчелки приходят с нектаром, ну тогда просто еще рано кормить, потому что в природе у них что-то есть. Потому что бывает, некоторые пчеловоды ловят рой посреди лета, дают им кормушку с сиропом, чтобы они с голоду не померли. А они наотрез отказываются этот сироп из кормушки брать. Приходят ко мне, спрашивают, почему так. Открываем улей, а у них не то, что меду не хватает, этим медом все рамки залиты. Еще они языков понастраивали, тоже все залили медом и запечатали, потому что взяток в природе есть. Он вроде рой, семья небольшая, всего килограмм, но все равно они при хорошем взятке летом приносят меду столько, что на ваш сироп просто смотреть не хотят. И бастуют в таком случае его брать. Вот такая вот может быть еще причина. Есть в природе какой-то натуральный взяток. Ну и самая банальная причина, вот то, что в этой семье случилось. Сразу я давал им кормушки с сиропом, они их просто глотали, а теперь перестали. С чем это связано? Это связано с нектарными, опять же, полями, потому что сокращено гнездо, я его сократил, и пчелкам банально этот сироп некуда теперь складывать. И вот такая ситуация наблюдается буквально во всех семьях, без исключения. Даете первый раз корма, они их просто заглатывают, не успеваете заливать кормушки, они их берут. Сколько дадите, столько и берут. А потом в какой-то день все прекращается. Вы дали кормушку с сиропом, а они там чуть-чуть взяли и перестали. И берут этот сироп еле-еле там. В зависимости от силы семьи и то, насколько вы их ужали, сколько оставили им нектарных полей, так они этот сироп будут брать. Кто-то берет чуть больше, кто-то берет чуть меньше. Но в среднем 3-литровую банку они мурыжат 4-5 суток. Это, ребятки, значит о том, что они залили все свои нектарные поля, которые у них были. И больше им просто этот сироп искусственный некуда складывать, нету нектарных полей. И скорость, с которой они будут брать этот сироп, зависит ровно от того, насколько быстро будут освобождаться ячейки от разлитого, опять же, вашего сиропа. Потому что что они делают? Они с кормушки берут сироп,
В нем много воды, они его разливают по ячейкам, выпаривают из него воду, он загущается, они его подбивают кверху и запечатывают. Получается зимний корм. Но дело в том, чтобы разлить его по ячейкам, нужны ячейки. И вот они сироп взяли, разлили по ячейкам, и больше ячеек не осталось пустых. А вы им сверху еще одну кормушку. И, соответственно, некуда брать. Но по мере того, как будут они выпаривать этот сироп, будут подбивать его кверху, будут освобождаться ячейки, они потихонечку этот сироп будут забирать. И вот вы можете в семье наблюдать, с какой скоростью они берут сироп. Соответственно, чем меньше у них запечатанного меда, потому что когда они ячейку запечатали, она уже, скажем так, в этом деле подкормки не используется. Значит, выбывает из игры. И вот смотрите, если вы поставили кормушку, они за сутки ее не забрали, а забирают медленно, допустим, там по килограмму в день, значит, у них нектарных полей уже не хватает, но еще есть. А вот если они забирают уже по 250 грамм в день, значит, у них уже, скорее всего, полностью закомплектованы корма на зиму. То есть по скорости, с которой они забирают корм из кормушки, можно судить о том, насколько они уже укомплектованы запечатанным медом на зиму. И вот когда уже практически берут меньше литра за сутки, открываете гнездо и смотрите. И, скорее всего, у них медочек уже будет запечатан в достаточном количестве для зимовки. И в этом случае они мед будут брать очень медленно из кормушек. Ну или сироп, что вы там даете, то и будут брать. Такие вот дела. Поэтому по скорости забора корма из кормушек можно судить о степени запаса в гнезде пчел меда, даже не открывая улей. Ну и еще бывает один случай, не часто он бывает, не во всех семьях, но случается с регулярной завидностью. Это когда пчелы безнюхие, потому что, опять же, в комментариях пишут, дал сироп в полиэтиленовых пакетах, а они его не взяли. Почему так? Бывает так, бывает, что они не слышат запаха. Вот пчелы безнюхие попадаются, вот вы им ставите кормушку, у них в гнезде ничего нет, а они все равно ничего не берут. Почему? Потому что они его не унюхали. Такое бывает. Что для этого надо сделать? Для этого надо им показать дорогу к этому сиропу. Взяли крышечку и вот так вот их с крышечки прям и полили сверху. Побрызгали на них, чтобы они услышали, что есть сиропчик. Зря я открыл крышечку, теперь нападала куча пчел. И вот таким способом вы им показываете дорогу в кормушку. Показали дорогу, и после этого они уже сироп будут брать. А до этого они сами дорогу иногда не находят. Хотя, опять же, это бывает крайне нечасто, но, тем не менее, я с такой ситуацией сталкивался. Ну, скажем так, одна семья из 20 может его не унюхать. Особенно, если в полиэтиленовых пакетах, там дырочки маленькие, они могут кристалликами сахара закрыться, и тогда запах не приходит, и пчелки... Вроде и пакеты лежат сверху, вроде они их и подогревают, но тем не менее сиропа не берут. Такие вот дела. Вот такие вот причины, почему пчелки не берут ваш искусственный корм. Ничего страшного в этом нет. В крайнем случае можно открыть гнездо, посмотреть, в каком они состоянии. Может там что-то у них случилось. Могут не брать, если у них матки нету. Тоже могут забастовать, но это бывает нечасто. Но опять же, открывайте гнездо, смотрите, что там делается. Такие вот дела. Но сегодня было такое видео. Ставим лайк, кому понравилось, кому не понравилось. Все равно ставим лайк. И не забываем передавать в комментариях привет моим мохнатеньким чудовищам. Они бедные против меда начали немножко бастовать. Но это слабенькая семейка, запасной матка. Здесь килограмм пчел, не больше. Поэтому у них скорость забора сиропа небольшая.